Здравствуйте, на РУ-ТВ Дмитрий Мороз, украинский журналист. Привет, Дима, рады снова видеть тебя в нашем эфире. Взаимно. Сегодня поговорим о контрнаступлении ВСУ, которое, в общем-то, готовится, планируется. Вокруг этого очень много шума, много всякой дезинформации, много информационных атак. Но вот крайнее, что мы видели, это слив американских документов. Непонятно ни их подлинность, ни то, насколько там над ними поработали российские фотошоперы, даже если они были, может быть, изначально добыты там российской разведкой. Я знаю, что у тебя много источников в среде украинских военных, ты много с ними регулярно общаешься, делаешь материалы на эту тему. Какое в целом видение у тебя, что этой весной будет происходить в плане наступления украинских вооруженных сил? Кстати, о сливах частично подтвердили, что частично это соответствует действительности. Но это в Вашингтоне подтвердили. Но какие именно документы соответствуют действительности, не уточняется. Плюс сливы за последние дни какими-то партиями снова появляются и появляются. И там есть действительно совершенно какие-то смешные вещи по поводу, как вот Южная Корея, вроде, которая собралась поставлять Украине оружие. Ну и плюс по количеству жертв среди украинских военнослужащих и время начала контрнаступательной операции. Все это тоже не соответствует действительности. Об этом уже даже и Генеральный штаб Украины говорил там. Все. Я думаю, что эти планы по поводу контрнаступления не знает даже президент Зеленский. Скорее всего, все будет зависеть от ситуации. От ситуации поставок вооружения, от ситуации подготовки войск, от ситуации на фронте, потому что усталость российской армии тоже заметна. В разы снизилась интенсивность обстрелов. Многие военные, с которыми я общаюсь, говорят, что то, что есть сейчас, и то, что было даже месяц назад, это уже небо и земля. Просто небо и земля. Ну и многие эксперты, я знаю, в том числе Институт изучения войны, говорил о том, что наблюдается оборонительный характер подготовки российских войск, что они окапываются, делают оборонительные сооружения в тех местах, где вроде бы до этого еще планировались атаки. Да, у россиян практически паника в районе Крыма, в районе Мелитополя. Там очень слабое место. Если украинцы возьмут под контроль Мелитополь, то они возьмут под контроль Крымский мост, прекратятся поставки вооружения через Крым. Конечно, россияне могут еще продолжить поставлять вооружение через Донецкую область, через Луганскую область. Но там тоже есть свои нюансы. Многие логистические коридоры уничтожены. Мосты, подъезды, железная дорога. Например, железная дорога под Донецком, она постоянно обстреливается. И в том же Иловайске недавно точкой У был нанесен удар. Большие проблемы с логистикой. Россияне все так же не могут решить вопрос из-за наших хаймарсов, не могут решить вопрос поставки, чтобы прямо на передовой находились какие-то склады. Наша разведка с дронов, со спутников тщательно исследует, и поэтому они не могут накопить большое количество снарядов нигде. И эти истерики Пригожина, который собственник ЧВК «Вагнер», они... Дайте снарядов, дайте нам... Они, собственно, отсюда и идут. Это не из-за того, что какой-то генералитет Российской Федерации вдруг решил Пригожину насолить. Нет, это там все одна контора, и все эти истерики это... Но получается, они не могут признать, что это результат, в том числе и поставок американского вооружения, западного вооружения, что эти склады уничтожаются, поэтому информационно надо обеспечивать так, что рассказывать, что они там с собой ругаются, и какой-то генерал, злобный не дает Пригожину, снарядов. Дело в том, что я буквально на днях общался с человеком из России, он говорит, что в информационной повестке внутри у них там все идет своим ходом, победный фронт, мы берем город за городом, это русские имеются. Да. И все, собственно, а то, что происходит на самом деле, мы видим и так, на самом деле. Но я не знаю, почему
россияне не видят реальное положение вещей. Ведь интернет все-таки хотя бы через какие-то там ресурсы можно зайти и почитать. Ну, тоже мы не можем до конца знать, насколько все-таки внутри России. Конечно, всегда будет вот та самая такая, тот глубинный народ, который никогда не будет этого видеть и всегда будет там смотреть Скобееву и Соловьева. Но мне кажется, что там все-таки тоже какие-то подвижки идут, потому что ситуация маломальски мыслящим людям уже понятно, что не все так, как хотели изначально, мягко говоря. Я думаю, если подвижки и будут, то они будут экономического характера, скорее всего. И идеология там, я так понял, никакая не действует. И мы видим, за Навального никто не встал. За Карамурзу, которому дали 25 лет, тоже никто даже не думает шевелиться. То есть... Поэтому так. Но мы можем констатировать на данный момент, что действительно те поставки вооружения, которые идут, они меняют ход войны. Да, очень сильно поменяли ход войны вот эти вот точные снаряды для 155-миллиметровой артиллерии американские очень сильно повлияли, особенно под Бахмутом. И вот они уже последние полгода там активно действуют. Плюс Хаймарсы, конечно. Хаймарсы... Это более дорогостоящее, конечно, оружие. Его используют очень точечно. Но если его используют, то это 100% попадание. Буквально недавно наши артиллеристы при помощи Хаймарсов уничтожили базу Вагнера. Одну из баз Вагнера под Бахмутом. Поэтому и там уже подтверждены десятки погибших. Мы видим в этом аспекте тоже такую иллюстрацию столкновения прошлого с будущим. Потому что, как я понимаю из того, что я вижу по материалам, что Россия воюет числом тех самых снарядов и людей, а украинская армия как раз-таки качеством воюет. Потому что там даже в соотношении количества снарядов, которые выпускают россияне и украинцы, россияне выпускают намного больше. Но, тем не менее, украинские атаки, они меньше, но они совершенно гораздо выше их эффективность. Я бы не сказал, что украинских атак меньше, украинских атак много. Другой вопрос, что мы их не видим, они не попадают в плоскость публичную, потому что очень часто СМИ мешают на фронте выполнению определенных задач. К сожалению, я как журналист, конечно, мне это может быть нравится или не нравится, но это одно дело. У военных, у армии, у них свои задачи, и если есть определенная секретность, то, естественно, они должны. Но другой вопрос в том, что многие наши военные подтверждают ту тезу, что плохо ли, долго ли, но россияне все-таки учатся на своих ошибках, и в том числе очень часто они копируют нашу тактику и стратегию. И в том числе прошлой осенью они начали применять тактику малых групп. Это очень сильно истощает противника, его силы, потому что он вынужден распыляться одновременно на многие направления. И при этом атакующий не несет больших потерь. Когда одновременно... представьте себе, бригада держит там линию фронта. 10 километров. И одновременно, буквально по всей линии фронта начинаются атаки. Причем не массированные какие-то атаки. Атаки каких-то диверсионных групп, за которые надо следить. Надо поднять дроны в небо, надо подготовить артиллерию, чтобы она была наготове. Да? И это все требует больших усилий и ресурсов. И плюс выявляет позиции. Плюс выявляет позиции. Эту тактику ВСУ применяли с самого начала, с 2015 или 2016 годов. Мы, такая полупартизанская, но эффективная тактика. И мы эффективно били войска этих так называемых ЛНР, ДНР при помощи этой тактики все эти 8 лет. Россияне после ужасных потерь, которые они понесли с прошлого года, они поняли, что это можно делать. В том числе и многие летные тактики, артиллерийские они применяют. Они уже активно применяют дроны. Они поняли, что дрон – это не пустой звук. Дрон – главное оружие этой войны, по сути. Да. Таких новых. Да, плюс они поставили на производство, уже массово поставили дроны «Камикадзе». И наши подтверждают их применение. Многие из них действительно эффективно применяются, но... Правильно ли я понимаю, что речь идет не только о дронах «Камикадзе» иранского производства, которые все знают, которые нашумели, но есть чисто российские уже теперь? Есть российские дроны, как «Ланцет», например, и еще другие. То есть мощные довольно-таки дроны, и многие из них наносят нашим войскам
значительный ущерб. Ну, наши тоже не спят, и уже есть определенные практики противодействия подобным вооружениям. Правильно ли я понимаю, что Запад требует результатов на поле боя, и от этого зависят дальнейшие поставки вооружений? Или это тоже такая информационная конструкция, которая запущена? Нет, Запад не требует, Запад наблюдает. Запад наблюдает, и в зависимости от результатов на арене боевых действий он уже какие-то свои предпринимает действия, шаги, решения, в том числе предоставление вооружения Украине или нет. Если бы Украина сдалась еще весной прошлого года, ну, понятно, то, естественно, ничего бы не было. И почему они, собственно, тянули? Они не могли понять, начать нам помогать или нет. Вот. Но когда увидели, что весь украинский народ встал от мала до велика, то все поняли, что действительно, может быть, за эту страну стоит побороться. И что свобода, демократические ценности для нас, для украинцев, это не пустой звук. Что ценности прежде всего, как и для западного общества. Да, мы боремся на самом деле не за территорию, мы боремся за ценности. У нас кардинально иное мировосприятие, мироощущение, чем у россиян. Для нас власть – это просто наемные менеджеры. Для россиян власть – это царь, которому надо поклоняться. Мы будем, главное, надеяться, что эти менеджеры под влиянием тех процессов, которые вот из-за войны произошли, я имею в виду, все равно есть, как бы это странно, может быть, не звучало, но есть и положительные моменты. Очень рост самосознания, рост, в принципе, качества взаимоотношений там, элиты и населения, что мы все-таки увидим меньше коррупции, больше контроля украинского общества за властью в дальнейшем. Да, очень отрадно то, что многие представители так называемых элит в Украине стали токсичными. Все, которые принадлежали к донецкому клану, к пророссийским всем вот этим движениям, крымским там, и так далее. Они все практически либо каким-то образом испарились из Украины, либо сидят и, в общем-то, очень тихо и практически не занимаются никакой политической деятельностью. А с другой стороны, есть ряд олигархов, ну, наверное, сейчас уже бывших олигархов, которые во многом потратили большую часть своих состояний как раз-таки на помощь ВСУ и на участие в... Ну, естественно, тратят, и даже тот же Ахметов значительные средства. Но это дело в том, что надо было раньше делать. Это правда. А не после полномасштабного вторжения. Да? То есть, я помню, были случаи, когда вот, в Запорожье не могли найти помещение для территориальной обороны в 2021 году. То есть, там я вот звонил своему знакомому из ТРО, говорю, ну что, как у вас там дела? Он мне отвечает, ну вот, ищем помещение. А потом, когда я узнал, какое помещение им выделили, это было просто смешно. Там в каком-то недостроенном здании, то есть, это было кошмар. Это при том, что уже вся информационная повестка шла к тому, что Россия, скорее всего, нападет полномасштабно. А потом, когда уже все-таки состоялось это полномасштабное вторжение, да, уже ребятам дали все, что они хотят. Ну, ребят, да, как говорится... Это правда. Ты много таких, к сожалению, случаев. Да. Но у тебя у самого есть, может быть, свой прогноз или примерное ощущение все-таки? Потому что, как многие задают вопрос, ну, когда начнется? Там все хотят даты, все хотят какие-то числа. У тебя вот примерно есть понимание, когда все-таки Украина перейдет на наступление? Если мыслить логически, контрнаступление, если будет, но незначительное. Потому что пока Украина не получит мощное дальнобойное ракетное вооружение, способное поражать цели на 300 и более километров, а у россиян оно есть. Поэтому, скорее всего, мы не увидим. Ну, может быть, будут какие-то эпизодические там, захваты населенных пунктов, допустим, ВСУ найдет брешь где-нибудь в Херсонской области или в Запорожской области, или, может быть, даже в той же Донецкой области. Может быть, там в Кременной, там же большие потери несут российские десантники сейчас. Может быть, что-то такое будет. Ну, вот сегодня была новость о подготовке. Россияне заявили, что наблюдается подготовка в Херсонской области к форсированию Днепра. Форсировать Днепр – это очень тяжелая ситуация. Да. Да, наши инженерные войска в состоянии перебросить большое количество войск. Но для того, чтобы это осуществить, нужно, чтобы хорошо работало ПВО, чтобы авиация прикрывала с воздуха, чтобы ракеты там, и так далее. Ну, никто
Я не думаю, что Валерий Залужный готов утопить в Днепре там тысячи украинских солдат. Они стоят намного дороже, чем вот эти русские мобилизированные. Да. И мы, слава богу, не наблюдаем со стороны украинского командования такого поведения, как у россиян, конечно. Слава богу, да. Ну, хорошо. Будем, в общем, верить в то, что украинские войска в ближайшее время добьются результатов. Мы все здесь, конечно, следим и поддерживаем, и помогаем, как можем, украинской армии. Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу, за экспертные комментарии на эту тему. Будем следить и дальше за этим вопросом. Спасибо вам.